Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание знакам зодиака и поговорим о том, какие же знаки зодиака особенно восприимчивые к сглазу и порче. Обязательно досмотрите это видео до конца для того, чтобы понимать и знать, что же вам приготовили звезды. И, друзья, прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы знаете, что эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, есть некоторые знаки зодиака, которые намного сильнее подвержены порче и сглазу, а также всевозможному негативу. И порой, даже пройдя мимо глазливого человека, такие знаки зодиака могут получить негативную энергию, которая грозит проблемами, несчастьями и всевозможными бедами. И, пожалуйста, эти знаки зодиака, они должны быть быть осторожны, быть внимательны, оберегать себя, обязательно ставить защиту. Итак, кто же эти знаки зодиака? На первом месте это знак зодиака Близнецы. Близнецы сами достаточно по себе такие вот миролюбивые и отзывчивые, и они не способны пройти мимо чужой беды. Однако такая доброта нередко оборачивается против них самих. В лучшем случае их родственники и друзья садятся им на шею. В худшем случае, сталкиваясь с обманщиками, которым им приходится помогать, близнецы поневоле впитывают от них всевозможную плохую негативную энергетику. Поэтому, не имея серьезной защитной оболочки, представители данного знака зодиака часто перенимают чужие болезни, чужие проблемы и даже чужие судьбы. Поэтому, уважаемые близнецы, чтобы такого не было, будьте все-таки больше закрытыми, чем открытыми. Особенно в наше вот такое вот тяжелое и несправедливое время. Потому что, когда вы помогаете всем и каждому, вы таким образом цепляете определенную негативную энергетику. И эта негативная энергетика вас разрушает в том случае, если вы не проводите чистки, если вы не защищаетесь. Поэтому, пожалуйста, уважаемые близнецы, будьте осторожны, пожалуйста, будьте внимательны и старайтесь быть постоянно под защитой. Следующий знак зодиака, который восприимчив к сглазу, к порче, это знак зодиака Рак. Раки сами по себе, они достаточно мнительные и ранимые люди. И проще простого их можно напугать даже какой-то безобидной шуточкой. А если уж перед ними оказался человек именно с сильной негативной энергетикой, то ему пробить в слабую сторону раков вообще ничего не стоит. Поэтому представителям данного знака зодиака нужно держать подальше себя от завистников, от сплетников, от энергетических вампиров. Кроме того, почему-то раки очень часто цепляют к себе цыганок. Поэтому, пожалуйста, вы только, уважаемые раки, как только вы увидели цыганок, старайтесь сразу отходить от них на большое расстояние, потому что почему-то именно ваш знак зодиака притягивает цыганок и мошенников. Раки, уважаемые, поэтому, пожалуйста, будьте закрытыми, старайтесь как можно больше не обращать внимания на шарлатанов, потому что их развелось достаточно много, а вы-то как мнительные, вам что скажи, к сожалению, к многим ракам, что не скажи, вы прямо верите за чистую монету, и это приводит, как правило, к плачевным каким-то событиям. Кроме того, если вы видите рядом с собой еще человека с сильной, именно негативной энергетикой, то постарайтесь от него уходить. Если это у вас человек на работе, то одевайтесь в золотую и фиолетовую или фиолетовую сферу, в зависимости от того, какую вы знаете практику. Уважаемые раки, вам нужно беречь себя, потому что тот негатив, который вы к себе притягиваете, как магнит, приводит к не очень хорошим последствиям.
Следующий знак зодиака – это у нас, друзья, Скорпион. И в отличие от раков, скорпионы, они сами по себе достаточно активны, они энергичны, и скорпионы обладают достаточно мощной, такой сильной энергетикой. Они на миг не останавливают свое движение вперед, при этом сметая на ходу все возможные преграды. И у скорпионов наверное, он один, но он такой большой минус. Все свои переживания, все свои проблемы они копят в себе, не желая ими даже делиться с близкими людьми. И это именно позволяет негативной энергетике накапливаться внутри вас и, соответственно, ослаблять защиту от темных сил. Так что при всей независимости и успешности, уважаемые скорпионы, вас достаточно легко сглазить. Поэтому научитесь все свои переживания и проблемы не копить в себе, не носить с собой. И старайтесь найти человека, с которым вы всегда можете довериться и поделиться теми или иными какими-то переживаниями, возможно, сомнениями. Если вы скорпион молодой, и еще, возможно, у вас нет того опыта, знаний, найдите себе человека, который намного старше вас, и вы знаете, что он действительно вам желает только всего самого хорошего, и делитесь с этим человеком, своими какими-то переживаниями, проблемами, бедами, и этот человек обязательно вам будет помогать. И вы таким образом не будете носить этот груз этой негатива, грязи в себе, а вам даже будет легче. Следующий знак зодиака, который легко сглазить и навести порчу, это знак зодиака рыбы. Почему именно рыбы? Потому что рыбы, они сами по себе чувствительные люди и готовы идти на самопожертвование. Как и близнецы, они слишком близко к сердцу принимают чужие проблемы. Они каждый день готовы спасать весь мир, часто забывая о своих каких-то собственных проблемах и подставляя себя под удар именно нечистых сил. Поэтому частенько, когда вы помогаете другим, уважаемые рыбы, вы почему-то не замечаете негативного воздействия на вас разного рода завистников, сплетников, всевозможных врагов, потому что вы по своей доброте распахиваете перед ними свою душу, открываете свое сердце, и, соответственно, вы оказываетесь в настоящей ловушке. Потому что после этого у вас начинают идти плохо дела. У вас даже настроение ухудшается. Очень часто карьера рушится, а на любовном фронте сплошные переживания. Потом, конечно, это все проходит, и рыбы возвращаются в обычный ритм жизни до следующего раза, когда они снова, уважаемые рыбы, вы кинетесь спасать мир. При этом почему-то вы не замечаете зла рядом с собой. Поэтому научитесь не жертвовать собой ради других. У вас есть своя жизнь, и вам нужно жить, проживать и наслаждаться жизнью. Уважаемые рыбы, будьте внимательны и осторожны.